Здравствуйте, друзья! Сгоревший паяльник не дал закончить новый проект, и пока другой паяльник идет из Китая, решил повысить свой уровень и сделать кованый нож. Газовый горн. Он нужен не только для ножей и топоров, но и для плавления металлов и для многого другого. Ну а главное в горне — это горелка. У меня есть несколько недорогих горелок на газовые баллончики, но они маломощные и их производительности просто не хватит. Просмотрев немало информации в интернете, пришел к выводу, что сперва сделаю инжекторную горелку, а с принудительным наддувом буду делать позже. Нашел книгу-справочник «Зажигательные устройства нагревательных и термических печей» 1981 года, еще советскую. Ссылку на нее я оставлю в описании. В книге представлены расчеты различных горелок, использующих природный, коксовый и другие газы с высокой теплотой сгорания, работающих на холодном воздухе и холодном газе. По книге был выбран один вид горелки. Конструкция горелки есть прямая и поворотная. И не выбрав одну, я решил сделать две горелки, и прямую, и поворотную, а потом испытать, какая все же лучше будет работать. В книге очень подробно описываются расчеты горелок и уже сделаны расчеты нормализованных горелок. Оттолкнувшись от этих расчетов, используя таблицу, возможно посчитать горелку именно под себя, взяв за основу внутренний диаметр смесителя. Все размеры линейные и выражены в долях именно внутреннего диаметра смесителя. Пользуясь таблицей размеров труб в качестве смесителя, подошла труба 3/4 дюйма. И пользуясь этой же таблицей, были подобраны трубы нужных типа размеров, приблизительно подходящих под расчетные внутренние размеры горелки. Задний конфузер для притока первичного воздуха было решено сделать из листового металла 1,5 мм толщиной. Были сделаны расчеты выкройки усеченного конуса, чем и является сам конфузер. Приступил к работе. Разметка, обрезка, сварка, трубы железа. Хомутом оказалось весьма удобно стягивать лепестки для образования ровных конусов диффузора. Ну и молоток, конечно же, тоже пригодился. Для сгибания конуса диффузора очень хорошо подошло место из-под выпавшего сучка в моем импровизированном верстаке. Варить тонкий металл получилось не с первого раза, но после нескольких тренировок все же вышло. Для поворотной горелки просто в разрез диффузора между длинным конусом и прямым участком этого диффузора вварил купленный поворот трубы на 90 градусов. Грубо убрал болгаркой сварочные швы и немного подровнял на наждаке. Его я делал в предыдущих видео. Изготовил крепление форсунки из листового металла 5 мм толщиной. Просто другого не нашлось.
Самое сложное для меня оказалось продольное сверление шпильки в 10 мм. Очень сложно сделать керном удар точно в центре, но при помощи длинной гайки и сверла, ровно подходящего под внутренний размер этой гайки, можно сделать центральную отметку. Ну а дальше уже сверлом меньшего диаметра, с последующей нарезкой резьбы под форсунку. В качестве форсунки был выбран носик горелки сварочного полуавтомата от 0,8 до 1,2 мм. Там подходящий шаг резьбы под мои мечики. Для крепления штуцера к шпильке под газовый шланг нарезал в нем внутреннюю резьбу, а для второй горелки решил сделать штуцер из шпильки меньшего размера, просверлив ее таким же способом. Чтобы ровно сварить длинную гайку и шайбу, которая будет регулировать подачу воздуха в конфузер, просто зажал их на шпильке и приварил. Собрал горелки с применением фум-ленты для герметизации. Далее покрасил термостойкой матовой эмалью для красоты и защиты от коррозии. Купив простейший редуктор за 800 рублей, приступил к испытаниям. Горелки отлично работают, но днем практически ничего не видно. Будем ждать вечера, так как в моей мастерской свет выключить совершенно не получится. Дождавшись вечера, начались испытания. Горелки работают достаточно тихо и совершенно холодные. Горение происходит вне горелки, пламени внутри нет. Регулировками можно добиться полного смешивания и сжигания газа. Температура и мощность огромные, и их вполне достаточно. При смене форсунки с 0,8 мм на более больший диаметр можно достичь еще большей мощности.
В следующем видео будет изготовление горна. Но не из кирпича, а мобильного и облегченного. Посмотрим, что получится. Далее планирую испытания с различными форсунками. Сказать автору спасибо за труд можно всего лишь нажав на большой палец вверх под видео. Заходите на канал, будут хорошие интересные проекты. Спасибо за просмотр. До свидания, друзья.